Так, Сережа устанавливает камеры везде, чтобы было все супер видно. А вот тебе будет видно? Вот ты вот летишь. Да. Ну в целом, вот я смотрю. Дай посмотрю сейчас. А, сейчас наставишь камеры, блин. А вот и новый выпуск. Для тех, кто не в курсе, знакомьтесь, это я. Впервые в жизни сижу за штурвалом настоящего винтажного военного самолета. А это Мэтт, практикующий профессиональный пилот, и конкретно сейчас он готовит этот пепелац к рядовому вылету. Отвечая на вопрос, а что я вообще делаю в кресле второго пилота, докладываю. Собираюсь взлететь, немного полетать, если повезет, то все пойдет по плану, посадить эту махину. Вы скажете, подожди, а когда же ты научился летать и главное где? Отвечаю, в видеоигре. Собственно, об этом и будет выпуск, тема которого реально ли научиться летать на самолете в домашнем авиасимуляторе. Короче, весь выпуск я буду отвечать на этот авантюрный вопрос. Также я сам соберу мощный комп и расскажу, какие возможности есть для полетного экспириенса у обычных людей. Мы разберем, какие авиасимуляторы вообще доступны, и я буквально на пальцах объясню основу управления легкомоторником. Я разберусь, какие приборы за что отвечают и вообще, как устроены крылатые судна. Ну и на самое сладкое, мы с вами сядем в огромную винтажную посудину и дойдем до главного. Получилось ли у меня взлететь и приземлиться в реальности? И правда ли, что игра способна заменить реальное обучение? Все эти ответы вы найдете прямо в этом видео. Ну что, предлагаю не откладывать и добро пожаловать в новое авиаприключение. Снова Южная Африка, Притория, и мы начинаем. Рассказываю идею и план на выпуск. Начну с небольшой предыстории. Давным-давно мы встретились с моим приятелем в Притории. Тогда он усадил меня в авиасимулятор, и под его чутким руководством я с трудом, но все-таки смог взлететь и даже посадить самолет. Этот опыт незаметно посеял во мне зерно идеи. Идея, которая со временем превратилась в этот амбициозный эксперимент. План простой, но дерзкий. Сначала полностью самостоятельно собрать авиасимулятор из подручных гражданских средств. Затем попытаться самому разобраться, как устроено управление летательным аппаратом и что вообще делает пилот. Затем мы погружаемся в виртуальную реальность и учимся в ней взлетать и садиться по инструкции. Ну и привыкаем к аппарату. А финальным аккордом станет попытка проверить эту теорию на практике, уже в настоящем самолете при поддержке еще одного моего товарища. Ну а вы в ближайшие полчаса пройдете весь этот путь вместе со мной. Пусть авантюрный, местами тернистый, но точно увлекательный. Наслаждайтесь. Идея следующая. Я на этом симуляторе буду тренить настолько, насколько я смогу. И когда я почувствую, что я смогу управлять вот этим самолетом, мы попробуем самостоятельно взлететь и приземлиться. Вопрос, конечно, кто нам это позволит, но я думаю, что мы найдем какого-нибудь знакомого пилота. Вы, конечно, так не должны никогда делать, хотя мне просто самому интересно, на самом деле, потому что изначально, когда ты слышишь, что человек пошел учиться на пилота или он пилот, тебе кажется такой, блин, ну это какой-то космос. А когда я общаюсь с пилотами, они говорят, нет, это вот управление автомобилем даже сложнее, чем управление самолетом. Может быть, это действительно так. И если мне удастся это сделать, то вы мне накидаете много лайков. Договорились? Для начала предлагаю разобраться с тем, какие вообще авиасимуляторы существуют на нашей планете. Начнем с малого и закончим самым эпичным. Наш список начинает домашние симуляторы. По сути, это игры, которые вы можете скачать и установить на свой ПК и даже прицепить VR-шлем. Например, Microsoft Flight Simulator, X-Plane и Flight Gear. Полеты на них — это красиво, атмосферно, но настоящие пилоты учатся не на этих играх. Они учатся на железных махинах за $1000, где каждый рычажок как в настоящем самолете. Градацию профессиональных девайсов начну с простых тренажеров FNPT. Переводится как тренинг по полетным и навигационным процедурам. Выглядит это как кабина с приборами. Здесь можно потрогать и подергать за разные ручки, но в своем большинстве здесь отрабатывают навигацию, радиообмен и всякие чек-листы. Чуть покруче и, разумеется, подороже FTD – Flight Training Device или девайс для тренировки полетов. Эти машины сильно дороже и мощнее вычислительной мощности. Выглядит, конечно, кондово, но вариант рабочий. С ними уже можно симулировать поломки, отрабатывать процедуры и готовиться к типу конкретного самолета. И как конкретно самолет ведет себя в различных ситуациях. А вот FFS Full Flight Simulator — это уже серьезно.
Огромная кабина, подвижная платформа, здоровенные экраны и отзывчивый штурвал. И это уже не игрушки. Здесь тебе гасят движок, поджигает всю твою авионику, и ты своей пятой точкой ощущаешь предстоящую болтанку. Тебя мощно трясет, сирена воет, а ты по чек-листу героически спасаешь ситуацию и потом целуешь стюардессу. Короче, очень круто. Такие же тренажеры стоят у Люфтганзы, Эмирейтс, Аэрофлота. Один такой стоит десятки миллионов долларов. Боюсь, что такой симулятор мы не потянем, и поэтому, если, друзья, есть у кого-то по блату возможность провести, напишите мне, очень хочу попробовать. Еще у военных есть своя лига со своими тактическими приколами. Называется она Full Mission Simulator, но я сюда даже лезть не хочу. Ну, если только этот выпуск не наберет 1 000 000 лайков. Тогда мы, разумеется, снимем про это отдельный видос. Подытожим. Домашний Microsoft Flight Simulator может научить летать красиво. FFS научит летать правильно и выживать, если что-то пошло не так. Но наша миссия вообще разобраться с принципом и концепцией работы, поэтому, разумеется, мы выбираем домашний вариант. Настало время собирать компьютер для моей авиационной авантюры. Для этой миссии я попросил консультации в покупке железа у своего приятеля Джерри. Также мне было просто по-человечески любопытно собрать системник и вообще всю эту приблуду своими руками. Забегая вперед, скажу, что это был еще тот челлендж. Но по своей памяти отмечу, что принцип и устройство системника представляет собой абсолютно тот же алгоритм, что и много лет назад. Не хочу заострять внимание на списке заказанных нами комплектующих, но для любопытных прикрепляю спеку. Конкретно в моем случае требования к компу были очевидными. Мне нужен был флайт-симулятор, чтобы он работал без тормозов, а внешний вид был не оляпистым и не мозолил глаза. Кстати, с виндовой системой я встретился впервые за последние лет 15 и столкнулся с отдельной болью, но об этом позже. Пока шла доставка, я сгонял в авиамагазин за штурвалом и педалями. А по пути, ради очередного своего любопытства, отправился в авиашколу, чтобы узнать, возможно ли без пилотской лицензии полетать хоть на каком-нибудь профессиональном авиасимуляторе. И все для того, чтобы мне на пальцах рассказали алгоритм действий при старте. Каково было мое удивление, когда мне предложили полетать на местном симуляторе прямо в тот момент. Я не стал откладывать эту возможность и уселся за штурвал. В моем распоряжении был аж целый девайс для тренировки полетов, и настоящий пилот провел мне краткий ликбез по алгоритму запуска, выруливания на ВПП и взлету. Потом мы сделали круг над аэродромом, и пилот рассказал, как сажать самолет, а затем я это сделал сам. Разумеется, не без фейлов, но когда я научился, мы стали сажать наш самолет на взлетку, не тормозя, а затем снова взлетать и сделали еще один круг. В профессиональном авиационном кругу такие полеты называются конвейер, и в этот день я навернул много кругов вокруг аэропорта. Фидбэк могу дать следующий. Несмотря на то, что я трогал настоящий штурвал и смотрел на настоящую приборную панель, я получил довольно кислый экспириенс от таких полетов, так как графен был совсем не симпатичный. И на мой взгляд, я не испытал достаточного погружения, что только подогревало мой энтузиазм скорейшей сборки компа и началу полета в домашней виртуальной реальности. Вы только подумайте, в какое удивительное время мы живем, когда каждый человек при должном желании может получить хоть и виртуальный, но все равно полетный опыт прямо у себя дома. Бесплатно. Ну как бесплатно? Это, конечно, не десятки миллионов долларов, но копеечку все равно пришлось расчехлить. Теперь давайте соберем все это барахло. Сборка системника хоть и доставила мне какого-то рода удовольствие, но повторять этот опыт я бы не стал. Для меня это оказалось, так скажем, одноразовым развлечением. Это в каком-то роде как сборка очень прикольного, хрупкого и офигеть какого дорогого лего-конструктора. Разумеется, мои терзания со сборкой не обошлись без консультаций и туториалов. Но надеюсь, может быть в будущем этот компьютер еще сослужит нам службу хотя бы в монтаже наших видосов. А может крякнет в самый неподходящий момент, как настоящий боец. Хотя мы и прекрасно справляемся на маках, но тем не менее сейчас он собирается тепленький, свеженький и потенциально готов к подвигам. Забегая вперед, меня удивляет неотзывчивость винды. Сколько бы мы ни настраивали систему, у нас постоянно отваливается какой-нибудь из подключенных девайсов. Если у вас такие же боли, обязательно поделитесь в комментариях. Тем не менее, все удалось и пришло время собирать зверя VR-симуляции. Кстати, в рамках VR-экспириенса пришлось обзавестись Oculus'ом. Хоть в видосе это все проходит очень быстро и плавно, на все это мероприятие я потратил тонну своего свободного времени и очень надеюсь, что эта овчинка стоит выделки. Ладно, не буду грузить вас своими терзаниями по факту установки и настройки софта, давайте приступим сразу к делу.
Охренеть. Так, ну что, пацаны, детализация просто нереальная. Вижу прям, вот смотрите, кручу. Значит, штурвал, вытягиваю на себя, все работает. Смотрите, здесь какие-то потертости есть. Рук я своих не вижу, себя я не вижу. Это, конечно, минус. А так в целом сидишь, как будто в кабине настоящего самолета. Так, ну ладно, что, давайте попробуем вспомнить, что я там знаю, и поднять в воздух эту колымагу, пролететь кружок и приземлиться. Так, все, он у нас заведен. Значит, мне нужно теперь нащупать вот этот вот рычажок газа. Так, вот, все, я двигаю, значит, вот. Я двигаю туда-сюда газ, и он у меня здесь ходит. Единственное, что... О, так я поехал. Я поехал, пацаны. О, слышите? Все, разгоняемся. Так, педальками подруливаем, держим полосу. Скорость. Так, немножко я в сторону уезжаю. Сейчас надо чуть-чуть подрулить. Скорость у нас растет. Вот она скорость. Опа. Полетели, 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 полетели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фу, блин. Чуть не стошнило меня. Короче, что-то первый раз вышло хреново. А я уже опять где-то лечу. Блин. Так. Опять не вышло у меня. Я не знаю. Ладно, давайте я попробую все-таки сейчас посадить эту колымагу. Так, ну смотрите, ощущения такие, что как будто я прямо лечу. Но. Вот это вот обман вестибулярного аппарата, я-то вижу одну картинку, а жопа моя сидит на табуретке, поэтому мне немножко от этого плохо становится. Немного подташнивает, особенно когда вот эти вот виражи, и когда я, конечно, убрался, это прям было, ну так, неприятное ощущение на вид. Так, а если вот просто взять и выйти, ну он летит, вот, а вот я могу, смотреть, посмотреть сюда. Опа, охренеть, вы это видите, а? Здорово. Если бы еще были руки мои видны, я, наверное, выгляжу как идиот, да, сейчас. Я боюсь, что прям головой ударюсь, потому что вот видите, да, у меня здесь, вот они ремешки, вот он салон сзади. Пробуем вставать. Опа, вот так вот. Как вам такое, а? Пожалуйста, вот они баки. Ой, я сейчас... Ебать. Сказать, сколько фейлов у меня было при моем обучении, это ничего не сказать. Разумеется, все мои страдания вам не под руку, поэтому давайте я вам расскажу что-то из того, чего меня научил Flight Simulator. Например, пробегусь по приборке. Рассказываю. Как говорят, для полноценного управления самолетом необходимо видеть всего 6 приборов, и называются они Six-Pack. Такое название придумали, конечно же, американцы, по аналогии с упаковкой пива. Типа, вот твоя стандартная шестерка, бери и лети. А так, это 6 основных аналоговых приборов, которые долгое время были основной визуализацией ориентирования пилота в кабине. Именно по ним пилоты понимают, где небо, где земля и как пойдет полет. Вот их краткое описание. Индикатор горизонта показывает положение самолета в пространстве, крен, тангаж, по сути заменяет глаза в условиях облачности. Индикатор воздушной скорости отображает скорость по воздуху в узлах. Это не скорость относительно Земли, а та скорость, с которой самолет сталкивается с воздушным пространством. Высотомер показывает текущую высоту, работает по давлению, чем выше, тем меньше давление. Вариометр говорит, насколько ты быстро набираешь или теряешь высоту. Полезен при снижении или наборе эшелона. Гироскопический компас показывает курс направления полета не по магниту, а по гироскопу, стабильнее и точнее. Координатор поворота показывает, насколько ровно и с какой скоростью выполняется поворот, а также помогает избежать скольжения и заваливания. Ну а чтобы было понятно, чему я тут вообще научился, я вам записал небольшой фрагмент из моего полета. Раньше меня прям тошнило, когда я одевал эту маску. От всего, не только от виражей, а вообще от этого компа. А сейчас уже ничего, даже прям какое-то удовольствие получаю. Хватит мне здесь места же развернуться, да. Потихонечку начинаем строить поворот, прибираем газ. Вот видите, я убрал закрылочки. Где у меня закрылки? Так, вот закрылки. Опа, чуть-чуть. Скорость у нас нормальная. Чуть-чуть скорость начала падать. Опускаем нос. Опускаем нос. Планируем, еще добавляем закрылочки. Да, здесь, конечно, проблема в том, что он очень отзывчивый на любые движения. Вот, а хотелось бы какое-то все-таки сопротивление такое реальное.
Так, скорость у нас падает, поэтому я чуть-чуть сейчас накатил газку. Заходим на Final. Как будто бы я иду низко. Здесь этих фонарей нету, я их не вижу. Обычно, когда заходишь на посадку, есть фонари. Если 2 красных, 2 белых, значит у тебя высота такая, которая тебе необходима. Если много красных, значит низко, много белых, значит высоко. Вот она полоса, чуть-чуть я прошел. Как видите, здесь я уже на том этапе, когда что-то начинаю шарить по пути построения на посадку, да и как минимум во всяких закрылках, скорости и высоте. Так что пусть это будет наглядной демонстрацией того, что этот Flight Simulator за счет своего экспириенса дает хоть какое-то понимание сути происходящего. Все, газ прибрал. Все. Есть. Тормозим. Фу, блин. Ну, что могу сказать? Очень реалистично, но все-таки тот симулятор, он как будто бы комфортней. Потому что ты сидишь, у тебя здесь вот такая панель, то есть у тебя штурвал, который ты видишь. Здесь я его только чувствовал, а видел я совершенно другую картинку. И от того, что ты видишь не то, что ты чувствуешь, у тебя начинает мозг сопротивляться, и в результате вырабатывается такой нехороший рвотный рефлекс. Вот, тошнит начинает тебя. А в остальном все классно. То есть такая машина, которая в принципе тебя может прокачать, во-первых, в знаниях приборах. Вот, ты можешь полетать, послушать радиообмен. Я не думаю, что ты можешь здесь хорошо прокачаться в управлении самолетом, вот прямо чувствовать, потому что, ну, действительно, ты ничего не чувствуешь, ты не чувствуешь жопой, ну, ничего не чувствуешь, что ты просто сидишь и все. Так, ну что, имеем то, что имеем. В общем-то, я готов попробовать и отправляемся на аэродром. Для отработки своих полетных навыков мне посоветовали использовать самый популярный самолет для всех студентов, а именно Cessna 172. И по сути, я на ней целую неделю тренировал делать конвейер. То есть подняться в воздух, пройти курс почета над аэродромом и аккуратно чиркнуть шасси по взлетке. Спустя время мой вестибулярный аппарат привык к шлему, и я уже почти не глядя проворачивал свое полетное задание. Что интересно, так это то, что здесь можно выбрать практически любой самолет и погрузиться в виртуальную реальность. Хотя это не позволяет почувствовать своей пятой точкой инерцию и перегруз, но точно дает представление о полете, да и просто интересно. А что касается графена, красиво и информативно. А больше мне на данном этапе и не нужно. Пройдя тот опыт, который у меня теперь есть, и, конечно же, не без помощи моих хороших знакомых, мне все-таки удалось побывать у настоящей Цесны, посмотреть на элементы управления и воочию, так сказать, потрогать все это руками. Поэтому давайте я и с вами поделюсь тем, что я знаю. Сразу говорю, мои знания не энциклопедические, но я на 90% уверен в том, что я сейчас вам расскажу. Так, ну что, друзья, про Sixpack я вам уже рассказал. Значит, вот эти инструменты, вы теперь знаете, как ими пользоваться. А в принципе, это такое же вот управление, как на автомобиле. Есть руль, можно поворачивать вправо и влево, но в отличие от автомобиля, здесь еще можно его тянуть на себя, и тогда самолет летит вверх, и толкать его от себя, соответственно, мы опускаемся вниз. Но не только этим можно управлять самолетом по горизонту. Значит, есть еще вот такая вот черная штука, это газ. То есть это аналог, как бы, когда вот ты нажимаешь на автомобиле на педаль газа, здесь ты руками управляешь. А для чего же, вы скажете, вот эти вот педали? А педали для того, чтобы поворачивать. Это воздушный руль, то есть хвост сзади будет поворачиваться вправо-влево, соответственно, мы будем лететь вправо или влево. То есть можно будет поворачивать вот таким образом, и самолет будет наклоняться, и, соответственно, педальками можно доворачивать еще. Как-то так работает. Я не претендую на звание инструктора. Вот, что еще? Есть еще в этих педалях тормоза. То есть, когда мы находимся на земле, вот здесь вот сверху, если я на них надавлю, то тогда колодки зажимаются и колеса останавливаются. То есть у них функция, получается, в небе это руль, а на земле это тормоза. Ну, кстати, на земле он использует тоже как руль, потому что если одно колесо задавить, то самолет будет поворачиваться. Ну а как же тормозить в небе? В общем, тормозить в небе сильно не получится, но есть вот такая вот штука, вот смотрите, это называется закрылки. Вообще в современных самолетах, конечно, там кнопочки всякие. Здесь мы взяли прям максимально древнее барахло, хотя
нельзя так говорить про самолет, на котором летают студенты. Вот. Но что есть, то есть. В общем, вот это вот, оно опускает закрылки. Вот видите, вот одно положение, вот второе положение, третье положение, как-то так. Что делают закрылки? Закрылки мало того, что они как бы притормаживают, они еще опускают самолет таким образом, чтобы тебе было видно взлетную полосу. Ну, мне так кажется, во всяком случае. А для чего они еще нужны? Вот. Ну, это как вот на парашюте, когда ты делаешь флеер. То есть, когда ты делаешь подушку, вот аналог закрылок, наверное, максимально понятный для скайдайвера. То есть, закрылочки на полную включили, то же самое, что дернули по тормозам на парашюте, заклеванты. Также здесь есть вот эта вот приблуда, называется она транспондер. И для чего она служит? Ну, просто чтобы тебя в небе идентифицировали, так скажем. Здесь выставляется сквок. Сквок — это, грубо говоря, только код я присваиваю. Вот, ну, например, здесь стоит 4046, и диспетчер будет видеть, что вот под этим кодом летает в небе вот такой вот самолет. Значит, это радио. Радио вообще я хрен просышь, как им пользоваться, правда. Вот я знаю, что там кнопка есть, ее включить-выключить, и что-то там настроено, вот этими вот кнопочками можно переключать. Еще с этим не разбирался. Это у нас компас. Компас, ну, естественно, показывает тебе направление. И по компасу еще можно настраивать вот эти вот приборы, про которые я уже говорил. В автошколе дублирование происходит только педалями. То есть, если сидит на пассажирском сидении инструктор, то у него есть педали для того, чтобы он мог притормозить, если вдруг студент куда-то не туда поедет. Обычно руля нету, я во всяком случае не видел, чтобы на автомобилях, на школьных были дополнительные рули. А здесь все дублируется. То есть, это не зависит от того, это школьный аппарат, не школьный аппарат. В любом самолете есть управление справа, есть управление слева. Обычно капитан сидит здесь, а вот здесь вот сидит инструктор, либо второй пилот. Ребят, все, что мне говорили, я до вас доношу. Не знаю, правда это, неправда, но, в общем-то, похоже, что это так. Если что, если какие-то пилоты хотят меня поправить, пишите в комментариях. Ну и наконец-то кульминация выпуска. Мы едем летать на самолете. В этом мероприятии меня подсобил мой приятель Мэтью, который работает на преторийской дроп-зоне и систематически нас скидывает. За довольно долгое время у меня к нему сложился кредит доверия, и мне с ним удалось договориться. Ну а в качестве группы поддержки сегодня выступает Дмитрий Юрьевич. Но это не главное. Главное то, что я сегодня буду летать. Давайте расскажу. Знакомьтесь, Piaggio Albatros. Это как если бы Веспа и морская авиация замутили роман в 50-х. Итальянцы придумали этот самолет как многоцелевой для пассажиров, патрулей и даже для фотосъемки с воздуха. Первый полет аж в 1957 году, и с тех пор он успел поработать и у береговой охраны, и в ВВС нескольких стран. Именно в Южной Африке он и получил прозвище Альбатрос и использовался для морского наблюдения и поисково-спасательных операций. Его отличительная фишка – обратное расположение винтов, что делает звук его моторов особенно узнаваемым. Короче, это винтажный зверь, тяжелый, шумный, прожорливый, но харизматичный. У него не просто история, его борта пропитаны морской солью и керосином, а элероны до сих пор помнят тепло масляных пальцев механика Джузеппе. Встречайте! Ребят, вот это корыто, ну как не корыто, прекрасный корабль. Андрей Вячеславович хочет посадить, смотри, у него движки назад, на все наоборот. Ты видел вообще такие тачки когда-нибудь? Но на картинках только если. Друзья, это называется Альбатрос. Я вообще первый раз вижу такую тачку. И сейчас мы попробуем на ней взлететь, сделать круг и посадить. У меня нет опыта вождения. Вот, но я буду с опытным пилотом, с нашим А ты на симуляторе летал на таком? Нет. Вообще даже вот на симуляторе? Нет. Слушай, пойдем посмотрим. Давай так, я сначала хочу прокатиться по полосе и почувствовать управление педалями. Ну, конечно, мы доедем прямо до взлетки. Потом, может быть, ты взлетишь Да, ну, конечно. и сделаешь круг. Я хочу почувствовать штурвал. Хорошо, давай это сделаем. Мы взлетим, направимся в сторону GF, это другая взлетка, и по ней можем совершать наши подходы. Потом мы приземлимся, может быть, ты проинструктируешь, что надо делать. И на второй я пойду сам. Мы можем попробовать, но я полечу, и ты полностью все за мной повторишь. А мне кажется, все получится. Я что-то, знаете, на самом деле я полечу пассажиром. Я буду, как и всегда, во всем сопровождать и помогать Андрею Вячеславовичу. Ну, почему-то я уверен, Мэтью спокоен,
В Мэтью я знаю. Пилот он классный. Я думаю, что он там же сдвоенное управление, он тебя подстрахует. Ну, немножко нервничаю, конечно же. Не знаю, что он нервничает, если я не нервничаю. Вот я иду пассажиром, что ты нервничаешь? Ну, ручку на себя, ты же... Мы 1000 раз делали это с тобой в симуляторе. Ну, на себя, крем вправо, шасси. Да? Ну, шасси он уберет, да, конечно. Ну, тогда погнали. Итак, наша полетная миссия состояла из самостоятельного прохождения мной конвейера. Напомню, это взлет, круг над аэродромом и посадка без торможения с последующим взлетом. Мэтт задал следующий алгоритм действий. Сначала он показывает, как завести борт и знакомит со всеми рычагами. Затем мы выезжаем на взлетку, и Мэтт взлетает. Далее он проделывает самостоятельный круг над аэродромом и касается взлетки. На второй круг я уже берусь за штурвал и ставлю ноги на педали, и Мэтт делает то же самое. Следующие пару кругов мы пытаемся вдвоем управлять самолетом, а Мэтт корректирует мои действия и по надобности объясняет мои ошибки. Ну и на последний круг я самостоятельно провожу касание, взлет, повороты, заход на посадку и сажаю самолет. Во всяком случае, идея была именно такой. Пока волнительно, потому что прям сижу очень высоко, как бы ни хрена не видно вот за вот этой панелью. Значит, если панель была где-нибудь здесь, как на автомобиле, то я бы видел дорогу. Я не знаю, может быть, это и не нужно для того, чтобы ее вот прям видеть, как в машине, но смешанные чувства. И интересно очень, и немножко страшно. Ну что, дорогие друзья, мне нужно протестить звук на моей любимой GoPro. Пока наш прекрасный самолет начал руление, я хотел бы в 2 словах описать салон. Это 4 напротив стоящих друг друга кресла для 4 персон. Также на борту мы имеем туалет. Отличительная особенность этого прекрасного альбатроса заключается в том, что двигатели его смотрят не вперед, как мы привыкли это видеть с вами обычно. Его винты стоят сзади крыла, что добавляет комфортности салона, потому что понижает noise, ну то есть звук. Очень большие ветровые стекла, комфортные мягкие сиденья, очень много пространства и места впереди. Я люблю летать вот так, как вы знаете, я всегда кладу свои ноги вперед. Я всегда хочу видеть напротив меня моего камерамена, это Сергей, он очень красивый, а еще он очень талантливый. Там у нас туалет. Вот здесь крыло, как вы видите, необычная форма дает невероятную аэродинамичную особенность, я бы сказал, устойчивость. Вот там полоса. Ну что ж, мы готовимся к взлету. Я нахожусь в прекрасном настроении, потому что командир экипажа Андрей Вячеславович, я в бизнес-классе. Что можно придумать лучше? Okay, you guys ready to taxi? Yes, we're ready. Dear passengers, it's Captain speaking. We're gonna go to awesome flight. I promise. Okay, I'll give you the taxi once we are on the runway, then I can engage the hydraulic steering for you. Okay, cool. Foxtrot Papa Zulu, Go for Foxtrot Papa Zulu. That last transmission when I asked you to endurance, it's cut off for you. Представляете, в самый ответственный момент случился величайший облом в истории обломов. Рация перестала работать, похоже, не выдержав груза ответственности перед столь важными персонами. Диспетчер перестал нас слышать. Ну, разумеется, полет был отменен. Ну, неплохо мы прокатились по взлетно-посадочной полосе, но позвонили с мишленовского ресторана и пригласили на дегустацию очень нового блюда. Мы пока что откладываем этот полет. Да, факапу случается, но мы не из тех, кто просто так сдается. Винить кого-то бессмысленно, да и незачем. Поэтому через неделю я снова приехал летать, но уже с Джерри. Диман к тому моменту уже свинтил в Москву. Мэтт устранил поломку, и давайте я начну с того места, где мы остановились. Так как мы летали 40 минут, да еще радиообмен был на непонятном языке, я с вами кратко поделюсь событиями на каждом из кругов и своими впечатлениями от происходящего. Также я буду сравнивать живой полет с полетом в игре и насколько они отличаются, и отличаются ли вообще. Ну что, поехали!
Первый круг. Здесь Мэтт делает все сам, но за этот полет я удивился, насколько картинка близка к моему VR-опыту и в то же время насколько ощущения от полета далеки. Здесь скорость чувствуется совершенно по-другому. Передвижение кажется сильно быстрее, а пятая точка работает как встроенный гироскоп. Плюс все чувства и концентрация обостряются. Но, повторюсь, картинка очень близка к флайт-симулятору. За этот круг Мэтт показал мне и объяснил все, как нужно сделать для того, чтобы как минимум не рухнуть. Надо отметить, что заход на посадку он выстраивал сильно шире, чем я это делал на Цесне во флайт-симуляторе. Вероятно, это связано со скоростью конкретно этого борта. Второй круг. Здесь я поплотнее вцепился в штурвал и просто офигел от того, что почувствовал, насколько Мэтт тоньше управляет самолетом. Получается так, что пилот постоянно корректирует курс, и если сравнивать это с игрой, то тут ты ощущаешь каждое малейшее движение штурвалом. На этом круге мы закрепили алгоритм действий, и он, кстати, совершенно несложный, и отправились делать очередной конвейер. Вот это касание взлетки колесами наводит отдельной жути, так как эта посудина должна иметь нехилую скорость, которая периферийным зрением прекрасно ощущается. Третий круг. Мой товарищ передал эстафету, теперь рулю я, под его нескончаемые рекомендации и правки. Именно здесь мне и стало понятно, зачем он так сильно дрючил штурвал. Курс приходилось корректировать очень часто, и он мне в этом великодушно помогал. К этому времени ко мне пришла хоть какая-то уверенность в управлении, и я славил комплимент о грамотной работе педалями. Было очень приятно, но недолго, ведь на горизонте маячил заход на посадку и очередное касание колесами. Около взлетки Мэтт настойчиво меня корректировал, и выходя на заключительный четвертый заход, он продекларировал, что я молодец, но все же на всякий случай будет на посадке держать штурвал для подстраховки. Четвертый круг, заключительный. Мэтт торжественно отпустил штурвал и отдался воле случая. Мне удалось самостоятельно сделать грамотный круг и заход на посадку, но все же руки моего товарища не удержались и прилипли к штурвалу. И признаюсь честно, он мне реально помогал на посадке самолета. И если помогал, значит я что-то делал не так. И не мудрено, ведь учился я не в авиашколе, а во флайт-симуляторе. Абсурдно было бы полагать, что после такой школы ты безошибочно проделаешь полет по конвейеру на крупном винтажном самолете. На самом деле этот выпуск мы снимали давно, и с тех пор много чего изменилось. За это время я успел глубже погрузиться в авиацию, прошел обучение в авиашколе, сдал экзамен и начал самостоятельные полеты, которые вы можете увидеть в моем телеграме. Ну а если представить, что вы, как и я тогда, учились летать во флайт-симуляторе на Цесне, а потом внезапно оказались в настоящем небе 1 на 1 с реальной Цесной, думаю, что шансы на выживание были бы очень даже достойными. Серьезно. А вот Альбатрос, думаю, именно он и стал той отправной точкой. Тем самым краеугольным камнем, после которого я уже не смог игнорировать зов неба. Наверное, тогда внутри что-то щелкнуло, и я сказал себе: все, я хочу летать. По-настоящему. И на настоящем самолете. И с тех пор мысль о получении лицензии больше не казалась мне фантазией. Я к этому шел, медленно, шаг за шагом, и сейчас мы готовим про это выпуск. Поэтому, друзья, подпишитесь, чтобы не пропустить, если вы еще этого не сделали. А я, пользуясь своим служебным положением, приглашаю к нам в команду монтажера и режиссера монтажа. Если вам нравится делать вот такое кино, заполняйте анкету, и мы с вами обязательно свяжемся. Ну, вроде все сказал. Всем пока, увидимся в следующих выпусках.